Привет, вы на канале Яхта на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Караван-салон Дюссельдорф 2022. И сегодня у нас интересный, классный обзор, я бы даже сказал, долгожданный для меня. Несколько лет назад был представлен концепт этой машины, ее немножко переименовали, теперь это называется Venture S. С одной стороны, тут у нас есть подъемная крыша, то, что мы чаще встречаем в венах. С другой стороны, это полуинтеграл. Ну и в целом это внедорожный автомобиль, рассчитанный на вот именно такой оффроуд, максимально для любителей бездорожья, но при этом премиум. Вот вы часто в комментариях пишете о том, что почему что-то внедорожное всегда какое-то убогое, топорное, не всем там заходят подобные решения. Вот, это специальный такой премиум, красивая машина, но при этом для бездорожья. Поехали смотреть. Естественно, шасси здесь Mercedes-Benz Sprinter, 190 лошадиных сил мотор, 9-ступенчатая коробка, автомат, постоянный полный привод, высокий клиренс, рассчитан автодом на 4 путешественников. У нас есть вот эта поднимаемая надувная кровать, наверху палатка, там 2 спальных места. Ну, в общем, мы сейчас про кровати все еще посмотрим, давайте пока про размеры. 4 тонны указан вес автомобиля, но в целом бывает, что в зависимости от опции, вот еще сейчас не могу сказать, но есть вероятность, что, наверное, если какие-то опции убрать, что-то там облегчить, может приехать так, что в России это будет Б-категория. Есть такие обычно варианты, когда вот вес пограничный. Длина машины 645 сантиметров, ширина 216, высота 307 сантиметров, ну, то есть 3 метра и 7 сантиметров. Но это, естественно, когда кровать опущена. Когда поднята, тут, к сожалению, информации нету. Идем внутрь смотреть, что там самое интересное. В кабине у нас в целом все стандартно для Mercedes-Benz Sprinter. Есть все основные помощники, есть у нас удержание полосы. Но, в общем, подробнее смотрите предыдущие ролики. Я много раз рассказывал, мне совершенно не хочется сейчас в такой машине, абсолютно необычной, задерживаться на кабине. Поэтому сразу же переходим к жилому пространству. И вот здесь что-то совершенно неординарное. Я поворачиваюсь, как обычно, на креслах и не вижу здесь стола. Здесь всегда есть стол, для этого разворачиваются кресла. Но здесь у нас очень много простора, очень много места, но без стола в целом тоже не обошлось. Если мы сделаем вот таким образом, у нас здесь раскладывается столик. И как бы все. Дополнительно он опирается только на эту дверку. Ну, такой вот маленький, я бы сказал, журнальный. Причем есть подсветочка, USB-розетка. Я, в принципе, все это изучаю сейчас вместе с вами, потому что очень много народу и очень тяжело заранее ознакомиться с машиной. Я вот буквально в 2 словах увидел, пообщались с менеджерами, которые нам рассказали основные какие-то моменты. И вот будем стараться вместе это все изучать. Выше у нас просто шкафчик, и как только мы заходим, что нам бросается в глаза? То, как это выглядит. Это вот такой концепт, в котором в первую очередь все заточено, я бы сказал, что это такой автодом-лофт. Здесь все сделано вот в таких цветах натуральных материалов, вот они на этом акцентируют внимание. То есть вот эти фасады как будто бы под камень. Везде, где мы видим дерево, это либо шпон, либо имитация дерева, какое-то ламинирование, чтобы это выглядело вот так вот натурально, естественно. Но, естественно, оно не может быть по-настоящему из камня, из дерева, потому что это было бы очень тяжело, и эта машина никуда бы не уехала. Поэтому это вот такая имитация. И когда-то уже внимательные и постоянные зрители могут вспомнить, я называл автодом один лофтом, это был Нисман Бишев iSmooth. Почему я про него вспомнил в том числе? Потому что я здесь увидел аналогичную обивку. Вот этот, как-то, не знаю, как спрессованный фетр на ощупь, такой наклеенный на какую-то твердую основу, вот эти панели, они создают, во-первых, визуально классное ощущение, ну, согласитесь, выглядит достаточно стильно, а во-вторых, они очень хорошую шумоизоляцию создают. То есть, когда мы находимся внутри, я прямо слышу, как мой голос, глушится и гораздо меньше отражается. И, естественно, с улицы это тоже создает дополнительную шумоизоляцию. Поэтому, наверное, может быть, на большой дистанции
это не очень практично, но мне очень полюбились вот эти вот фетровые панельки, и вот здесь они тоже есть. Ну, что еще из любопытного? У нас есть вот такие вот какие-то лоточки в комплекте, а-ля Икея, скандинавский какой-то стиль. И, соответственно, абсолютно неординарная планировка. Чтобы попасть в основную кровать наверх, у нас прям ступени. У нас не какая-то приставная лестница, у нас вот лестница, ступени, по которым мы поднимаемся наверх. Но мы туда поднимемся чуть позже. Давайте сейчас посмотрим, что внутри. В каждой ступеньке, нет, не в каждой, через раз, в них сделаны места для хранения. Такие ящички. Ну, точнее, рундучки. То есть все пространство использовано рационально. В некоторых этого нету, потому что сделан шкафчик, и мы можем попасть в это пространство уже сбоку. Идем дальше. Выдвижной ящик. Какая-то еще дополнительная столешница. Не очень понимаю, куда она устанавливается, но куда-то она дополнительно устанавливается. На самом деле, в данном случае, это не то, что сейчас нам сильно важно. Ниже ящик с мусоркой, тоже для кухни, потому что мы плавненько попадаем, собственно говоря, в кухню. На кухне у нас еще один вот такой ящик, и внутри него еще один, в который мы, собственно говоря, и складываем посуду. И ниже ящик еще для посуды с каким-то мягким пенопластовым таким вот вкладышем. Видимо, это дополнительно опционально доложили, чтобы продемонстрировать. И дальше у нас холодильник. Опять-таки, обращаю внимание, холодильник маленький, 90 литров, судя по всему, но каким фасадом изящным он закрыт. То есть это все здесь про какие-то дизайн-решения и про то, чтобы это вот выглядело круто. Он закрыт вот таким накладным фасадом, а внутри, в принципе, стандартный холодильник. Не вижу только ни одной наклейки, чтобы понять, от какой компании. Ну, в целом, наверное, это не очень принципиально. Мы можем лишь понять, что он у нас, судя по всему, работает и от газа, и от всего. То есть это не компрессорный холодильник. На кухне у нас даже есть как будто бы плитка. И это невозможно не заметить, потому что это прям вот в стиле современных вот ремонтов каких-то, как сказать-то, вот, ну вот лофтов. Вот у меня реально ощущение какого-то лофта. Вот эти черный кран, который имитирует металл, хотя на самом деле это пластик. Вот эта плитка, хотя на самом деле это тоже какой-то пластик. Но даже на ощупь я бы не сказал, что это прям вот как-то режет ощущение неприятное, создает, что это там фальшь. Оно сделано качественно. Тут как бы не придерешься, ну, Хьюмер. В принципе, они отвечают всегда за свой бренд. Выше еще один шкафчик, газовая плита на 2 огня с электроподжигом. На всех стенках есть вот такие места, вырезы, в которые мы можем поставить лоточек и переставить в любое место. В целом я встречал где-то в магазине, в каталогах Хьюмер, то, что на эти вот полосики можно поставить еще какие-то дополнительные полочки. Ну, вроде бы я видел, наверное, они должны, я видел точно, но наверняка они должны подходить и сюда. Но вот в этом я не уверен. Ну, напротив у нас что? Давайте кухню разберемся. Здесь у нас гардероб. Ниже мое любимое. Выдвигается ящик. С этой стороны я вижу прям полочки. И это такая вот выдвижная конструкция. Естественно, она там со всякими доводчиками и замками-фиксаторами. Ну и, конечно, дальше у нас санузел. И тут мы сталкиваемся с таким вопросом. Вроде машина маленькая, но тут так просторно, как это обеспечивается. А тут множество забавных, достаточно технологичных решений. Чтобы душ и туалет стали больше, нам нужно сделать вот так. Теперь у нас стал очень узкий проход, но достаточно большая душевая кабина. В туалете про дизайн, если уже откинуть эту тему и перестать его обсуждать, то все достаточно стандартно. У нас есть туалет, ну такое, то, что мы встречаем в венах. Есть туалет, есть раковина и, собственно говоря, кабинка-трансформер, которая превращается в душевую вот таким образом. Ну, тут все-таки, наверное, сложно игнорировать, продолжать дизайн, потому что именно в этом вся и фишка, вся и соль. Вот, то есть, то, что в этой машине есть, это тут даже вот у нас внутри душа идет имитация деревянной панели, все сделано под какой-то камень, нету каких-то вот этих просто белых гладких панелей. Ну, естественно, пол, чтобы помыться, нужно разобрать, потому что, ну, поддон тогда только откроется, а когда мы закрываем все это, задвигаем, у нас здесь, ну, такой кусочек пола. Ну и, наконец, мы дошли до самого главного. Вот эта палатка, комната наверху. И, конечно, когда я сюда поднялся, просто ощущение вау.
потому что за счет того, что крыша поднимается высоко, и причем она поднимается не как у нас обычно спереди, а наоборот назад вот этой верхней частью, ты поднимаешься, еще это панорамное окно с москитной сеткой, ощущение такого простора, света, которое мы в принципе в автодомах особо не встречаем. И это, конечно, круто. Но на самом деле технически возникло много вопросов. А вот что такое эта надувная конструкция, почему такое решение и зачем это нужно? Мы этот вопрос, собственно говоря, менеджерам задали, и они нам ответили, что в принципе функционально там, от подъемной крыши каньона это мало чем отличается, кроме вот этого визуального эффекта вау и того, что не тонкая стенка палатки, а вот эта надувная конструкция, она дает как бы большую звукоизоляцию, и когда я сюда поднялся, это действительно ощущается. То есть это на самом деле важный момент для вот этих подъемных крыш. В них шумно. И здесь, наверное, не критично как-то, вот прям, что совсем звукоизоляция, но здесь все-таки значительно тише, чем в обычные подъемные крыши. И это, конечно, важный момент. Второе преимущество, которое заявляют у этой кровати, это то, что вам не надо ничего руками тянуть вверх-вниз, вы просто кнопку нажали, она надулась, поднялась, опустилась. Следующий важный момент для России, когда ты поднимаешься в эту палатку, ты думаешь, а как будет в ней, когда будет холодно? Нам сказали, что крыша будет подниматься и работать до минус 15. Что насколько здесь будет комфортно, зависит от того, насколько вы требовательны к температуре. Судя по толщине этих стенок и тому, как это выглядит, мне кажется, что поскольку у нас печка здесь турбодизель, она 6-киловаттная, мощная, воздух теплый поднимается вверх, и как показывает в целом практика, скорее всего, здесь будет комфортно, максимум до минус 5. Но, скорее всего, все-таки здесь можно жить до нуля, спать, если еще хороший зимний спальник, то, в принципе, вот там до минус 5, наверное, можно в этой палатке протянуть. Как-то она будет вот воздух удерживать, но при постоянно работающей на максимум печке. Я бы не рискнул предположить, что это будет в более сильный мороз как-то достаточно комфортно. Но это же не единственное наше спальное место. Рядом с лестницей расположился пульт. Конечно же, это новый пульт от Hummer, сенсорный, с возможностью удаленного управления. То есть устанавливаем приложение и можем всеми системами управлять через него, через интернет. Сейчас показать не могу, потому что интернета здесь в самой машине нету. Есть здесь разные языки. К сожалению, русского языка именно в пульте нет, но есть английский, и с ним достаточно легко, я думаю, справиться. Или вдруг, если вы знаете какие-то еще языки, например, чешский или французский, то они здесь тоже присутствуют. В принципе, поподробнее про эти пульты я говорил уже в предыдущих обзорах. А совсем подробно мы его изучим и, надеюсь, протестируем вот эту дистанционную всю систему, если она вообще работает, заявили, что работает. Я надеюсь, уже в каком-нибудь обозримом будущем, когда машина с таким пультом приедет в Москву. Я прям жду. Освещение. Естественно, все освещение у нас немножко, так сказать, диммируется. Мы нажимаем кнопку, и у нас приглушается или прибавляется свет. Но важный момент возникает. Мы прошли кухню, прошли душевую, и у нас должна быть столовая группа. А столовой группы как будто бы и нету. Но на самом деле, конечно же, она всегда есть. И здесь это решено вот таким образом. Из-под дивана, буквально движением одной руки, выезжает вот такая конструкция, которая выглядит максимально деревянной, поднимается вверх. Раз, два. И это стол. Теперь мы можем здесь есть, работать. Кроме того маленького столика около водительского места, естественно, есть вот такой полноценный стол. И, конечно, у нас все это трансформируется в еще одно спальное место, рассчитанное на 2 человек. Оно, конечно, такое тесненькое, компактное, но его вы можете использовать в том случае, когда либо на улице достаточно холодно, либо если вы путешествуете вчетвером. Конечно, такие концепты все-таки, мне кажется, это для путешествия на двоих комфортного. И, конечно, вы большую часть времени будете проводить, наверное, в той палатке, потому что там, во-первых, воздух, обзор, а во-вторых, вот концепция этой машины – это чтобы быть вот максимально свободным и наедине с природой. Вот такая задумка, и, конечно, в этой палатке это гораздо больше ощущается. Важный момент – москитная сетка. Естественно, она здесь есть, потому что, такую огромную дверь нельзя было избежать здесь москитной сетки никак. И вот тут, кстати, возникает один момент. В одном из обзоров как-то я говорил, что люблю вены за вот эту их свободу, открытость. У тебя огромная раздвижная дверь сбоку, распахнул двери сзади, а в остальных домах вот этого немножко нет. Так вот, эта машина, несмотря на то, что это не очень вен, максимально все равно про это. Вот это у вас есть своя, по сути, терраса. Здесь можно поставить еще веранда, терраса. Вы можете сюда поставить еще какой-то кемпинговый стол,
стулья, я не знаю, можно просто на ней сидеть, можно к воде напрямую подъехать, и у вас вообще будет, по сути, свой причал. То есть здесь позволяет, в принципе, расстояние встать где-нибудь, и у вас будет вот, можно в водичку прыгать. Но, по-моему, это очень круто и создает вот это ощущение воздуха, пространства и простора. И вот чего, кстати, в венах нет. В венах, если вы двери распахнете, у вас уже сзади сеточки москитной не будет. А здесь именно на это и рассчитано. Последний важный момент – это вот эти окна. Они прямо поворачивают и в углу остаются прозрачными. Снаружи они, конечно, черные, но если смотреть изнутри, то у нас образуется прям полноценный панорамный вид. Когда это объединяется еще с вот этим окном, в закрытом состоянии, в движении, у вас, в принципе, как в легковухе, есть заднее стекло, можно в зеркало заднего вида видеть, кто едет сзади вас. Ну, и вот это вот ощущение света, такого простора, это прям круто. Снаружи у нас по классике 20-литровая кассета биотуалета Тетфорд. Тут никаких особенностей таких нет. Дальше, что у нас в этом лючке? Здесь у нас газовый отсек на один баллон, судя по размеру, на 22 литра. И здесь же у нас заливная горловина для чистой воды. Объем бака чистой воды 120 литров. Как бы, ну, такая, конечно, автономность. Могло бы быть как будто для такой машины и побольше, но, с другой стороны, если вы приехали на озеро Байкал, наверное, можно кинуть себе насосик и дозалить чистой водички и быть в единении с природой как можно дольше. Помним про солнечные батареи, они нам обеспечат автономность с точки зрения электричества, ну, как бы безлимитную. Если холодно, единственный вопрос дизеля, который нужно залить. Печка у нас дизельная, трума, соответственно, питается из общего бака на том, на чем едет машина. Тут газ нам не понадобится, поэтому, собственно говоря, и баллон у нас один. По левому борту сзади аналогичный лючок. Вообще здесь, в принципе, в угоду дизайну много таких решений. Например, вот это подключение электричества, оно спрятано внутрь, чтобы оно как бы, ну, не портило общий вид. Потому что машина вот такая вот стильная, агрессивная, и поэтому к чему нам эти вот крышечки стандартные. Она вот внутри спрятана, и мало того, здесь есть еще небольшой отсек, и это удобно, потому что сюда можно кинуть как раз-таки удлинитель, чтобы вам подключаться, все переходники и так далее. Ну, мне нравится, когда в таких лючках спрятаны какие-то вот основные элементы и сгруппированы. По-моему, это удобно. И далее по левому борту у нас выпускное отверстие печки Трума. Про печку в целом уже сказал. И просто такой дополнительный багажный отсек. И здесь же доступ еще к блоку электрификации. Ну, то есть, соответственно, здесь у нас какие-то трансформаторы и так далее. Hummer Venture S мы сегодня с вами посмотрели. Пожалуй, с точки зрения дизайна, это, ну, один из лучших таких вот смелых автодомов. Это прям полноценная такая квартира-студия по всем именно вот визуальным решениям, но только на оффроуд колесах. И, наверное, это самый стильный и самый такой комфортный внедорожный автодом из тех, что я видел. Наверное, не самый внедорожный, но точно самый стильный и комфортный. По крайней мере, я лучше не встречал. Если вдруг вы видели, напишите опять-таки об этом в комментариях. Есть еще один точно такой же, и, по сути, их отличие только в том, что они бывают разного цвета. То есть у нас серый, и есть вот, пожалуйста, еще синий. Давайте обсудим в комментариях ваши впечатления. Не забывайте подписываться на канал, потому что мы продолжаем работать в Дюссельдорфе. У нас для вас еще много интересных роликов. Чтобы ничего не пропустить, обязательно ставьте колокольчик. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.